Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 25 апреля. И последние несколько дней в Киеве шел реально дождь, мощнейший дождь, уровень воды в Днепре повысился. И снова, как говорят, в середине января пришла зима, а я могу сказать, и снова весной коммунальщики и сами люди были шокированы затоплением, можно так сказать. Наводнение слово не совсем тут подходит, но под затопление. И я пришел на Никольско-Слободскую район, на набережную, для того, чтобы посмотреть последствия, потому что гулять, ходить тут, когда на тебя сыпятся просто тонны дождя и воды, не особо хочется, поэтому уже постфактум. Вот там вот у меня за спиной такой симпатичный есть кафе, ресторан, по крайней мере в прошлом он был. А вот тут вот под ногами вы видите последствия вот этого вот дождя, наводнения, потопа. И, честно говоря, вот я сейчас иду, и мне очень так стрёмно, потому что оно настолько скользкое, что вот начиная с самого начала и заканчивая в самом-самом-самом конце, вон там вот, тут было все затоплено. Затоплено было вплоть до сидушек на лавочках. То есть сейчас они уже, видите, попросыхали, но реально было затоплено. В прошлом году в это же самое время затапливало настолько, что вот по этому бордюру, просто вот сравните, да, уровень, тут где-то полметра, и вот там вот до воды еще полметра. Так вот по этому бордюрчику, вот поэтому ходить нельзя было. То есть он был в воде. Давайте пройдем до самого конца. Если я не грохнусь, будет хорошо. Кстати, вот уровень, видите? Вот тут вот снизу какой тоже уровень где-то полметра. То есть суммарно поднялась вода где-то на 86, может быть, чуть больше сантиметров. После разведки тут зайду на рынок или зайду в магазинчик, посмотрим цены. Мне там тоже нужно кое-что прикупить, поэтому не переключайтесь. Смотрите до конца, прожимайте вподобайки, лайки, пальцы вверх, оставляйте комменты и, конечно же, подписывайтесь. Немного по погоде. Что я хочу сказать про погоду? Про погоду, ну вот я одет вот так вот, и мне жарко. То есть на сегодняшний день в Киеве сейчас, сегодня, около где-то 20 градусов тепла, может быть 18-17. Ну, короче, когда выходит солнце, оно выходит крайне редко, потому что сейчас, видите, вроде и тучи есть, и какие-то вот промежутки между облаками. Когда выходит солнце, чувствуется на все, наверное, 30. Люди гуляют, люди смотрят, люди изучают. Сверху у нас, друзья, вечный какой-то ремонт, вечное строительство дома. И, знаете, я, честно говоря, не представляю, как живут люди вот в таких домах, когда у тебя, ну, реально года, наверное, 3 после заселения еще со всех сторон, через стены, через потолки, через пол постоянный какой-то долбеж перфоратора, какие-то ремонтные работы. Но это, конечно же, вообще трэш. А тем более в подобных домах строится не всегда, но в большей части вот из картонных упаковок. Друзья, неделя близится к завершению. Этот ролик вы будете смотреть завтра, а не сегодня, когда я его снимаю. И поэтому у меня вопрос к вам: как у вас, какие планы на выходные, как вы проводите выходные после рабочей недели. Поделитесь в комментариях. Будет интересно услышать, узнать. Ну, в общем, не буду доходить до конца. Суть, я думаю, вам ясна. Вот это вот все, что тут сейчас потоплено, затоплено. Видите, вот там вот мокрое, вплоть до туалета. Это все было затоплено водой. И, по сути, вода спала, ну, буквально, наверное, за ночь, может быть, даже чуть-чуть больше. Потому что вчера еще тут можно было плавать на байдарке. Вот вышло солнце, и посмотрите, какой отличный вид, какой отличный, тепленько. И хочется наслаждаться первыми лучами солнца
Они уже, конечно, были, но обещают, что вот уже со следующей недели в Киеве должно потеплеть, потому что люди уже замучились доставать зимние свои куртки, надевать шапки, а потом снова их вешать на место. Так, друзья, я чудесным образом телепортировался с набережной на метро Левобережную посредством, сами видели чего, да, двухколесного товарища. Кстати, кому интересно, прокат стоит 5,60 раз блокировка, старт, и около там 1 гривны за 1 минуту езды, примерно так. Почему я сюда телепортировался? Телепортировался сюда, потому что сейчас снова тревога, воздушная тревога, снова Россия или взлетает миги свои, или, в общем, что уж говорить, каждый день города Украины страдают от оккупантов. Так, сюда я приехал, потому что Новус, куда я планировал зайти, он, соответственно, воздушную тревогу закрыт. А вот за вот этим вот зданием, можно так сказать, внутри, вот если мы там видим, да, там находится рынок. Зайдем, забежим, посмотрим. Кстати, место такое очень добротное, потому что тут на метро Левобережная очень много всего интересного. Есть и Макдональдсы, есть и магазины с одеждой, большая развязка, аптеки, водофоны, Доминос Пицца, есть вон там вот вдалеке Рошен, где мне запретили снимать, потому что вдруг ко мне на видео попадет человек. Но все равно я в скором времени зайду обязательно в Рошен, может быть не в этот, так в другой, и обязательно мы с вами посмотрим там цены. Друзья, что у нас по новостям? По новостям я хочу обсудить две основные новости, которые на сегодняшний день крутятся из всех утюгов. Первая новость – это пески Сахары, а вторая новость – это ограничение выдачи загранпаспортов в странах Европы для украинцев. Что касается песков Сахары, я вот сейчас буду идти, и вы можете посмотреть вот почти на всех автомобилях желтый такой налет, потому что вчера шел дождь, и вот эти пески, которые прилетели к нам с Сахары, они перемешались с дождем, и, ну, в общем, было очень смешно смотреть, все машины желтые, как будто даже вот это вот автомобиль, вот смотрите, ну, конечно, камера так сильно не передает, но сам факт. В общем, желтые пески Сахары, фоточки, я примеры вставлю, как это выглядело по факту на вчерашний день. И знаете, это очень на самом деле дело такое стрёмное, потому что если вы не протрете лобовуху, то дворники вам этот песок этим песком поцарапают все стекло, все лобовое. Поэтому нужно всегда вот такого вот песка все это дело вытирать. Так, ну давайте зайдем на рыночек и посмотрим, какие у нас там цены. Вот, кстати, вот такой неприметный вход. Видите, рынок Левобережный. Есть один вход, ну мы зайдем через другой. Вот, кстати, вот эти все машины, которые спереди у нас по плану стоят. Давайте спросим. Добрий день, а картопля в яку ціну? По 20. По 20. А морковка? По 25. По 25, дякую. Вот эти все машины, тут стоянка, парковка запрещена. Вон там вот круглый знак на столбе висит, поэтому. Добрий день, а тюльпани в яку ціну у вас? Добрий день. Дивіться, такі по 20. Ага. 40. Ну, за штучку ж, да? Раз, два, три, 4, 5. 11 штук, а тут, понял, дякую. По 20 и по 40. Ну, капец. Цена, конечно, не фонтан, потому что сейчас актуальная цена тюльпанов уже, ну, порядка, наверное, где-то 8-10 гривен. Это потолок. Ну, окей, ну пусть 10, да? Где-то в центре они могут стоить, а тут... Добрий день, а лохина в яку ціну? 80-100 грамм. 80. А полуниця? Турецкая 150, греческая 200. 200. А украинская, закарпатской нет еще, да? Ага. А она сколько? 300 гривен. 300 гривен, 280. Дякую. А?
ще перше таки починає. А, не, да, я понял. Я был на этом, на Ревудского, там сколько она стоила? 280, ага, в субботу. Так, что у нас тут еще есть? Пустой рынок, есть конфетки, и вдалеке я вижу овощи, ну такие вот, огрызками. Сейчас дойдем до овощей, посмотрим. Интересно, тут всегда так пустынно? Или это только в будний день? Так, давайте. Добрий день. Добрий. Так. А полуниця в яку ціну у вас? 250. Это закарпатська, да, мабуть? Чи турецька? А, греческая? Греческая 250. Нічого собі. Добрий день. А полуниця в яку ціну у вас? 200. Это греческая, турецкая, закарпатская? Все закарпатської нема. Ага, понял. Вона вкусна. Не, я понял. Так. Ну вот и все. Пусто, пустынно. Даже не знаю, что вам показать. Еще вот шашлыки. Шашлыки, стравы на углях. Что у нас тут есть? Шашлык с телятины 200 за 100 грамм. Шашлык из свинины 115. Вот даже есть хачапури поджарский 400 грамм 195. Шашлык на компанию 1130 за килограмм. Печеньки Полино 125, кекс лимонный 130, кокос 190, творожные лимонные 195, слойка творожная 180, яйца 55 самые большие, самые маленькие 31 и даже 30, даже 25. Подарунок до Великодня. делала как раз биточки в кляре. Купи 40 штук за 100 гривен. 4 штуки за Как удобно. 10 гривен. Кефира. Прикольно. Из него раза 4 я могу испечь. 4 штуки за 100 гривен, за 10 гривен. Любимая, как я в прошлой зиме Это получается где-то по 2,50. И думал тут затовариться, закупиться. Цены мне не понравились. Вот я мимоходом просто спросил. Поэтому... А? Показав прибор. Прибор показал, что очень дорого почему-то. Я не знаю почему. Я не про это. Прибор вот это что показал? Говорю, прибор показал, что очень дорого. Я не понимаю почему. Бензин с какого дня дорожает? Это я знаю, можешь не рассказывать. У меня водительский стаж 16 лет. Вот вы приезжаете на заправку, что там, не тут там не говорят, а что Да. подорожал бензин? Ну, я не знаю, ну просто... Все заправляются, и все, это сам. Все. Ну, нет, не спорю. Просто я... В магазин Рошан приходит, тот 600 гривен покупает, и там тоже никто не спорит. А на базаре почему-то все спорят. Да не спорят, это вам кажется. Я ж... Как она может быть дешево, если это клубника, выращенная в теплице? Как она может быть дешевой? Я не говорю, что она должна быть дешевая. Я просто сравниваю с другим. Хлеб тоже не с должен другим дорожать, и он рынком. поднимается. Да все поднимается. И молоко, и хлеб, и творог, и все остальное. А скажите, а на выходных больше продавцов или просто я так попал? Нет, продавцы, вот это все, что есть. Понял. Больше продавцов. Где не возьмется? Я подумал, что это в будний день просто. Понятно. Это остались стойки, которые еще 30 лет стояли, еще их не совсем. Старички, да, так сказать. Да. Понял. Все равно нема куда идти. Ну, ничего. Приходят, наверное, местные, да, кто знает рынок. Потому что я, честно говоря, мимо шел, увидел вывеску, и я даже не знал, что тут есть рынок. Этому рынку больше, Чем мне, чем мне. чем вам. Понял. Понятненько. Ладненько, удачи вам, хорошего дня. Знаете, друзья, в чем плюс съемки на GoPro иногда по сравнению с телефоном? Люди, не зная, что это, особенно если, знаете, отключить переднюю камеру, отключить индикацию всякую, люди, не зная, что это, иногда меньше обращают внимание, менее обращают внимание на GoPro, чем, допустим, на телефон. Свои плюсы, свои плюсы. Вот, кстати, вот, смотрите, вот желтая, видите, вот такая вот желтая пыль, даже ближе покажу, вот, именно песок с водой, вот это вот пески Сахары, которые вчера накрыли Украину.
Так, а я вам хочу, друзья, показать вот этот вот знак, потому что очень это выглядит круто. Вот, что этот знак обозначает, как вы думаете? А под ним даже расшифровка для не особо понимающих правил дорожного движения водителей. Он означает, что вот эти вот все автомобили, вот эти припаркованные, они не должны тут стоять в принципе. И дублирующий знак, который находится дальше, вот на том столбе, видите, он то же самое обозначает, причем это в обе стороны. Стрелочка под ним в обе стороны, и до знака, и после знака означает, что нельзя ни вставать, ни парковаться, ни делать какие-либо другие действия. Никогда не переезжайте вот так вот на велосипеде, даже если зеленый свет на зебре. Вот посмотрите, вставочка, как это иногда бывает, если нарушать правила дорожного движения. Сняли воздушную тревогу, я думал уже брать снова самокат или велосипед и ехать. Сняли воздушную тревогу, метро Левобережная, сейчас будем врываться. По крайней мере, это будет быстрее, чем на велосипеде. Друзья, в общем, я разочаровался этим рынком на Левобережной, и поэтому пришел в магазин Фора. Куплю тут по мелочам, но это уже совсем другая история. Чтобы ее не пропустить, обязательно, ну, сами знаете, там пальцы, комменты и подписки. До новых встреч, на видосах, всем пока.